В этом году мы уже дважды успели побывать в отеле «Королевство Земля Легенд» The Land of Legends Kingdom. Первый раз в январе на новогодние и рождественские праздники, и сейчас в марте прилетели на открытие нового резорта Nickelodeon, обзор которого уже у нас на канале, можете посмотреть. Там мы были в числе первых 20 гостей. Теперь у нас по 2 браслета на память, белый из Nickelodeon и фиолетовый из Королевства, которые одновременно являются и пропуском в отель, и билетом в парк аттракционов. Начнем с номерного фонда. При заселении спрашивают, какую комнату хотите, розовую или голубую. В синих коридорах комнаты для мальчиков в рыцарской тематике, а в малиновых коридорах комнаты для принцесс. Сейчас на шлеме горит красная кнопка, это просьба не беспокоить. Зеленый цвет будет означать просьбу прибраться. Оба раза мы жили в розовой комнате. В номерах с кроватью King Size прикроватная тумбочка только с одной стороны. В номерах, где кровати 2, она также единственная, но тут она стоит по центру, то есть оба гостя могут пользоваться. Дополнительное спальное место – диван, он не раскладной. Есть рабочий стол и большой телевизор, который можно закрыть ставнями. В мини-баре сок, молоко, минеральная вода и снеки. Шкафы вдоль всего коридора. В них вместительный сейф, гладильная доска, утюг, набор для чистки обуви. Халаты для взрослых и детские. Тапочки видела только большого размера. Если при заселении халатов не оказалось, нужно попросить, принесут. В каждом номере есть проектор с экраном на всю стену и игровая приставка PlayStation 4. Джойстики и диск с играми берете на стойке регистрации. Это включено в стоимость, но нужно внести залог $100, который возвратный. Выбор игр ограничен. Нам предлагали в основном спортивные. NBA, FIFA и тому подобное. Мы взяли Minecraft, и, как я поняла, за ним очередь. Так что кому важно, лучше привезти свои диски. Ванная комната разделена на 3 зоны. Отдельно душевая кабина и туалет. У раковины есть ступенька для малышей. Косметические средства во время нашего отдыха все еще были в одноразовых индивидуальных наборах, но в душевой уже прикрутили держатели для дозаторов, так что в ближайшее время все изменится. Помимо геля для душа, шампуня, кондиционера для волос и крема есть ватные диски и палочки, пилка для ногтей и шапочка для душа. И сами двери в душ и туалет и ручки на них оказались лучшим решением, чем то, что сделали в новом отеле Nickelodeon. Посмотрите обзор, и все будет понятно без лишних комментариев. Пол полностью застелен ковролином. Межкомнатная дверь предполагает возможность бронирования смежных номеров для большой семьи. Матрасы, подушки и постельное белье в обоих отелях Земли Легенд безупречные. Вид из всех номеров будет в сторону шоппинг-авеню и парка развлечений, но в зависимости от крыла и этажа более или менее удачным в плане возможности смотреть вечерние шоу-программы. Из нашего январского номера был виден канал, а значит часть шоу с лодками и сцена с живой музыкой, а из мартовского номера лазерное шоу дворца и также сцена с живой музыкой. Переходим к теме питания. В отеле один единственный большой ресторан, работающий по концепции «все включено». В зимнее время только в закрытом помещении. Обратите внимание на темно-синие стены по всему периметру. Позже покажу весенние изменения. Очень удобно, и такого я не видела в других отелях, это возможность поставить маленький детский стол рядом с большим. А вот как изменился внешний вид ресторана с потеплением. Помните синие стены? Теперь вместо них панорамные окна и веранда на открытом воздухе. Выбор блюд и их качество – это восторг. Мы были в таких отелях, как Voyage Белек, Rixos Premium, Rixos Park, Max Royal, Titanic Deluxe, и на наш вкус все они по питанию равнозначны. Единственное отличие от перечисленных касается не еды, а напитков. В Королевстве Земля Легенд алкоголь только местного производства и в ресторане, и в барах.
Сладкий стол настолько разнообразный, что я хоть и равнодушна к сладкому, но старалась проходить мимо не глядя. Одних только чизкейков 10 штук на выбор. А еще пахлава, мороженое, яблоки в карамели, пирожные и печенье какие угодно. В общем, сладкоежки – это ваш отель, вам сюда. А вот и все мультипликационные персонажи двух отелей Земли Легенд. 8 марта всем женщинам у входа в ресторан подарили розы. Каждый день во время завтрака Маша из мультфильма приходит в ресторан поприветствовать маленьких гостей. В самом отеле, и в парке аттракционов, и на улице Шоппинг-авеню целый день с утра до позднего вечера огромное количество развлечений и мероприятий. Посетить все и сразу невозможно. Лучше планировать день с помощью мобильного приложения Legendary App, в котором есть расписание и локации происходящего. В нескольких киосках на территории парка, где видите вот такой значок Kingdom Point, можете взять напитки или мороженое, предъявив электронный браслет. В январе таких локаций было 4, в марте 2, потому как часть парка закрыта на ремонт. При этом в январе Red Bull и пиво в банках в этих Kingdom Point были только за доплату, а в марте их включили в концепцию. А еще раньше, 2 года назад, бургеры и пиццы можно было взять по браслету. Сейчас же вся еда, кроме мороженого, на территории парка только за доплату. Так что, заселяясь, просите инфолист и уточняйте, что именно включено в стоимость в данный момент. Правила постоянно меняют. Если вы уже были в Земле Легенд, но до 1 марта 2025 года, то могли видеть ограждение с надписями «Coming soon» навстречу новым легендам. Так вот, с 1 марта открылось много новых аттракционов, и эта новая часть парка работает не до 17, как все старые карусели, а до 9 вечера. И часть из них находится под крышей, то есть плохая погода и дождь больше не помеха веселью. Более подробно о новых развлечениях Земли Легенд можете узнать из нашего обзора отеля Nickelodeon. А мы возвращаемся в королевство и хочу показать нулевой этаж, где сосредоточена вся отельная инфраструктура. Здесь находится ресторан, вы его уже видели, и далее часть игровых автоматов, они включены в стоимость. Гримерная, где проходит фейспейтинг, сцена для вечерних мероприятий, Lego Room и игровая площадка для самых маленьких. Бар Нусса в центральной части этажа работает с 8 утра до полуночи. Здесь мороженое, коктейли и другие безалкогольные напитки. Около бара огромный экран с приставкой Xbox по записи. Далее кабинки с приставками PlayStation 5. Тоже лучше записаться заранее, бывает, что все заняты вечерами. И еще один небольшой зал игровых автоматов, по пути к которому, если свернуть налево, будет единственный в отеле круглосуточный бар, работающий 24/7, в том числе с алкогольными напитками, но только местного производства. Импортный алкоголь есть за доплату. В зимнее время по вечерам здесь была живая музыка, но уже в марте выступления перенесли на уличную сцену, ту самую, которую видно с балконов некоторых номеров. И на этом же нулевом этаже спа-центр с скрытым бассейном и тренажерным залом.
Для гостей Королевства Земли Легенд организован трансфер в Риксос премиум Белек, куда можно поехать ради пляжа, большого подогреваемого бассейна на открытом воздухе или просто посмотреть отель и пообедать. Время этой поездки как раз и приходится на обед с 13 до 16:30. И в завершении обзора вечерние шоу на променаде. Кстати, посмотреть их можно не только гостям отелей Королевства Земля Легенд и Никелодеон, но и всем туристам Белека и Анталии, так как проходят они вдоль канала Шоппинг-авеню, куда вход бесплатный. Удобно, что всегда вы можете оставаться на связи. В здании отеля один Wi-Fi, на променаде другой, но тоже бесплатный. Когда поедете в Риксос, там можно подключиться на гостевой. Если обзор понравился, ставьте лайк и ждем комментариев. На все вопросы обязательно отвечу.